Привет всем! Это Якуб Ванкувер из Capture Reality. В этом видео мы рассмотрим цветные курсоры. Я покажу вам, что такое цветные курсоры, как их назначать и как их можно использовать. Они могут быть очень полезны для навигации по сложным сценам, лучшей организации данных и для помощи в некоторых рабочих процессах, таких как размещение контрольных точек. Так что же такое цветной курсор? Обратите внимание на эту маленькую цветовую полосу рядом с кнопкой выбора вида. Она в настоящее время установлена в синий цвет. Когда я нажимаю на определенное изображение в 1D виде, курсор синего цвета автоматически устанавливается на него, и он отображается в 2D виде с синим курсором. Когда вы назначаете объекту курсор, все виды, связанные с соответствующим курсором, будут отображать информацию о выбранном объекте. На данный момент вы можете назначать только изображения, ортопроекции и текстуры на цвет курсоров. Давайте попробуем назначить синий курсор нескольким видам с разными вариантами просмотра и посмотрим, что произойдет. Сначала давайте изменим нижний 2D вид с зеленого на синий. Чтобы сделать это, сначала выберите зеленый 2D вид, перейдите на контекстную вкладку и нажмите на Blue. Если вы когда-нибудь захотите отключить ассоциацию, вы можете просто нажать None. Теперь оба этих 2D вида отображают одно и то же изображение, но я изменю второй вид на 1D для отображения информации. Теперь мы можем видеть само изображение и все метаданные, относящиеся к изображению с синим курсором. Когда я выбираю другое изображение, оба вида обновляются одновременно. Что делать, если мы также хотим обновить 3D вид и просматривать через выбранную камеру? Это возможно. Просто назначьте синий курсор на 3D вид и нажмите клавишу Enter на клавиатуре, чтобы войти в вид камеры. Если эта миниатюра вас отвлекает, ее можно легко отключить. Перейдите на контекстную вкладку 3D-сцены и снимите флажок Thumbnail. Теперь, когда я выбираю другое изображение, все виды обновляются одновременно. Нам не обязательно нажимать на изображение в 1D виде. Мы также можем использовать клавиши со стрелками для циклического просмотра изображений. Убедитесь, что выбран 2D вид и используйте клавишу со стрелкой вправо, чтобы просмотреть следующее изображение, и клавиша со стрелкой влево, чтобы просмотреть предыдущее изображение. В следующем проекте у меня нет объекта с назначенным цветным курсором, а также нет вида, связанного с цветным курсором. Их можно назначить, нажимая цифры на клавиатуре и щелкая левой кнопкой мыши по объекту. Синий цвет является первым, поэтому, чтобы назначить его, удерживайте кнопку с цифрой 1 и сделайте левый клик на первом изображении. Но поскольку курсор синего цвета является курсором по умолчанию, его можно назначить щелчком левой кнопки мыши, чтобы упростить задачу. Оба способа работают. Всего можно назначить 4 цвета: синий, зеленый, пурпурный и коралловый. Мы уже присвоили синий цвет. Чтобы назначить зеленый цвет, зажмите клавишу 2 и сделайте левый клик на другом изображении. Чтобы присвоить пурпурный цвет, зажмите клавишу 3 и кликните. И назначить коралловый, зажмите клавишу 4 и кликните на изображение. Чтобы убрать курсор, удерживайте ту же цифру, которая использовалась, чтобы назначить цвет, и снова кликните по объекту. Убрать синий курсор. Нужно зажать цифру 1 и кликнуть по выбранному объекту. Убрать зеленый, зажать цифру 2 и так далее. Теперь я снова их переназначу. Пока ничего не изменилось, и мы не можем видеть выбранные изображения. Чтобы просмотреть их, мне нужно назначить курсоры на мои 2D виды. Мы могли бы назначить их через шаг контекстного меню изображения, как я делал ранее, но это требует много времени. Использовать горячие клавиши проще и намного быстрее. Горячая клавиша для ассоциации вида с курсором синего цвета. Нажать Ctrl-1. Опять же, в первую очередь должен быть выделен вид. Ассоциировать зеленый цвет со следующим видом. Сначала кликнуть по нему, выбрать его и нажать Ctrl-2. Для пурпурной это Ctrl-3, а для коралла Ctrl-4. Чтобы отключить курсор, нажмите Ctrl-5. Другой вариант для назначения объекта курсору. Перетащить изображение в область просмотра. Затем этому изображению будет присвоен тот же курсор. Просто нажмите и удерживайте изображение. Перетащите его на нужный вид и отпустите. Если вы хотите перетащить изображение, но хотите отключить привязку цветного курсора, удерживайте Shift при перетаскивании. Это то, что вам нужно сделать, если вы хотите, чтобы ваше изображение отображалось все время. На этот раз цветной курсор исчез. Позвольте мне снова назначить его, нажав Ctrl-1. Вы также можете перетащить камеру из 3D вида. В этом случае вам нужно нажать Ctrl и кликнуть левой кнопкой мыши по камере.
Удерживайте нажатой левую кнопку мыши. Перетащите его в видовое окно и отпустите. Если при отпускании зажать Shift, курсор будет удален, как и в предыдущем случае. Аналогично. Вы можете назначать и удалять цветные курсоры, удерживая клавиши 1, 2, 3, 4 при клике по объекту в 3D-виде или на виде карты. Вначале я упоминал, что цветные курсоры также могут использоваться с автопроекциями и с текстурами. И это то, что я собираюсь показать вам сейчас. Пока я нахожусь в этом проекте, позвольте мне изменить мой макет на 1+2+1, нажав Alt+5. Я переключу самый правый вид на вид карты и удостоверюсь, что ему назначен курсор синего цвета. В этом проекте уже созданы две ортографические проекции, поэтому позвольте мне продемонстрировать их. При создании ортопроекции, помимо информации о цвете, мы также получаем информацию о глубине и высоте. Допустим, мы хотим показать цвет и высоту для одной и той же ортопроекции. В то же время мы хотим просматривать его в режиме просмотра карты. Я назначу синий курсор на оба 2D вида и выберу первую ортопроекцию. Сейчас мы видим только информацию о цвете. Я выберу нижний 2D вид и изменю его, чтобы отобразить цифровую модель поверхности. Для этого выберу вид. Перейду на контекстную вкладку Ortho и переключу Input Layer на DMS, а также установлю вид на Altitude. Теперь, когда я переключаюсь между ортопроекциями, все виды обновляются автоматически и одновременно. Наконец, предположим, что мы хотим просмотреть несколько текстурных слоев одновременно. В этом проекте у меня есть меш с высоким разрешением и упрощенный меш с низким разрешением. Я запек карту Color и карту Normal из меша с высоким разрешением на меш с низким разрешением, используя инструмент Reprojection. Чтобы просмотреть их одновременно, я нажму на модель в 1D виде, нажму на Modal Textures, а затем у нас есть Color и Normal слой. Каждый слой может иметь несколько текстур, но эта модель имеет только одну текстуру 16K. Я назначу синий цвет на карту Color и зеленый на карту Normal. Как вы можете видеть, цветовые курсоры могут быть очень полезны в различных ситуациях для лучшей навигации по входным данным, но также они могут быть очень полезны для определенных рабочих процессов, таких как размещение контрольных точек и исправление смещений. Я надеюсь, что это видео дало вам представление о том, насколько они полезны, и отныне вы можете использовать их по максимуму.